Меня зовут Ксения Назарова, я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Уважаемые любители хендмейда, творчества, наверное, сейчас не секрет, что из такого прекрасного материала, как глиттерный фоамиран, можно много чего сотворить прекрасного. Когда мы готовимся к Новому году, мы делаем из глиттерного фоамирана различные елочные украшения. Я же сегодня хочу показать, как сделать новогоднюю ель из двух видов фоамирана. Внизу я использовала тонкий иранский фоамиран шириной 1 мм. В качестве украшения елочки изготовила лапки из фоамирана потолще, глиттерный фоамиран шириной 2 мм. Взяла я не совсем обычные для ели цвета, она у меня такая получилась очень гламурная, потому что в черно-золотой гамме получилась у меня ель. Для основы использован конус из пенопласта и также канцелярские кнопки, которые даже не пользовалась клеем, просто приколола к пенопластовой основе и скрепила таким образом всю конструкцию. Вот, господа, давайте приступим к нашему видеоуроку, где я подробную дам инструкцию, как сделать такую елочку. А уж цвета своей ели вы выберете сами, какие вам больше по вкусу. Итак, друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, начнем наш видеоурок. И сегодня делаем прекрасную новогоднюю елочку-сувенир. Для своей елочки я взяла вот такой вот конус. Этого мне показалось мало. Длина моего конуса 15 сантиметров. И для того, чтобы сделать свою елочку немного побольше, я взяла вот такой стакан бумажный и при помощи клеевого пистолета соединю две детали и сделаю свою елочку немножко повыше. И либо можно сделать совсем вот такую вот крошку длиной 15 сантиметров. Для создания елочки нам понадобятся вот такие вот детальки из глиттерного фоамирана. Сейчас покажу, как их сделать. Такой вот глиттерный фоамиран я взяла для деталей объемных, и также простой фоамиран я взяла для нижнего слоя нашей елочки. Вот у меня такая будет гламурная черно-золотая елочка. Для основных деталек я взяла шаблон, вырезала его из картона. Вот такой вот овал в виде яйца, да, у меня такая деталь длиной 6,5 сантиметров и шириной в самой широкой ее части 4,5 сантиметра. Берем кусочек фоамирана и вырезаем нашу детальку по шаблону. Вот такая деталь у нас получилась. Теперь, чтобы вот такую капельку сделать, мы складываем пополам и произвольно вырезаем здесь такую фигуру, тоже в виде капли. Вот что у нас получилось. И горячим клеем нанесем сюда капельку, склеим, и получится у нас вот такая вот объемная лапка для нашей будущей елочки. Эту внутреннюю капельку тоже пока можно не выбрасывать и использовать ее тоже в оформлении нашей елочки. Наносим на изнаночную часть каплю клея и прижимаем.
Сколько таких заготовочек сделать, зависит от величины вашей будущей елочки. Так, какое-то количество заготовок у меня уже имеется. И также из черного фоамирана, это тонкий фоамиран, шириной 1 миллиметр, я буду использовать его для основного тона нашей елочки. Приближается год тигра. Тигр у нас такой рыжий с черными полосками, но вот рыжий не нашла фоамиран, решила сделать вот такой вот шоколадного цвета с блесками. Для начала мы оклеим наш конус вот такими вот черными заготовочками. А также можно основу покрасить просто черной акриловой краской. И не тратить фоамиран. Да, у нас работа займет меньше времени, конечно же, чем у меня сейчас. Но хотелось, чтобы елочка была такая, у фоамирана очень приятная бархатная текстура. Так, первый слой готов. Всю елочку надо таким образом нам оклеить. Угрожающий вид принимает наша черного цвета траурная ель. Но сейчас это все у нас изменится. Ну вот, основа готова. Теперь осталось позолотить нашу елочку, придать ей гламурного шика и блеска. Клей мы наносим на ребро и аккуратненько присоединяем. Нижний ряд, самый объемный, готов. На нижний ряд у меня ушло 2, 3, 4, 5, 6, 9 капелек, 9 лапок. Второй ряд буду клеить в шахматном порядке. Таким же самым образом. В шахматном порядке по отношению к первому ряду. Второй ряд моей елочки занял 9 заготовочек. Тоже клеим дальше. Также буду делать, стараться в шахматном порядке. Главное не торопиться и дождаться, пока клей остынет. Держать, подсоединяя наши веточки к основе. Не торопиться.
капельки, которые у нас остались от основного шаблона, мы вырезали серединки. Из них можно также составить элементы елочки, сделать верхние лапки нашей елки. Уже нанеся капельку клея на один краешек, на острый край, вот такая вот объемная лапка у нас получается, которая может закрыть верхушку нашего конуса. Допустим, вот таким вот образом. Так как их много осталось, то есть мы можем добавить эти элементы между основных лапок, чтобы сделать нашу елочку более пушистой. Таким вот образом делаем вершинку. Вот такая вот гламурная черно-золотая елка у нас получилась. И теперь хочется украсить елочку нашу новогодними шарами. И так как я хочу выдержать в двух цветах мою елку, буду украшать елочку вот такими золотыми шариками. Это у меня канцелярские кнопки. Так как верх моей елочки это конус из пенопласта, я могу даже не пользоваться клеем, просто воткнуть в конус эти кнопочки и украсить таким образом мою новогоднюю ель гламурную. Так вот очень легко, равномерно буду втыкать шарики в пенопласт. Ну вот, друзья, решила я, что уж мелочиться, все кнопочки использовала, все золотые шарики на елке. Можно такую елку, конечно, сделать не в черно-золотых тонах, а более классических. Вниз, допустим, использовать более темный фоамиран. Сверху зелеными блесками сделать глиттерный фоамиран. А можно сделать елочку красавицы в белом цвете. Вариантов, конечно, множество и множество. Но я своей работой довольна, друзья. Елка получилась у меня такая гламурная, модная, в тигровых черно-рыжих тонах. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым знакомствам. И я прощаюсь с вами до новых мастер-классов. Пока-пока.